Привет всем! Вы на канале AstroPoint. Сегодня поговорим об основных элементах астрологической карты. Одно из первых, в чем должен разбираться начинающий астролог, это структура астрологической карты и ее основные элементы. Заметьте, что в данном случае мы рассматриваем западную школу астрологии. Ведическая астрологическая карта существенно отличается. Перед вашими глазами две карты, которые даже на первый взгляд имеют между собой отличия. Это на самом деле верно. Сейчас рассмотрим, чем именно отличается космограмма от так называемого гороскопа. Космограмма – это карта, составляемая без учета времени и места рождения. Чаще всего составляется, когда время рождения неизвестно, но нужно определить хотя бы психотип. Она не учитывает социальных условий, в которых родился или вырос, или же растет в данный момент человек, но неплохо дает общую характеристику. Гороскоп – это более личная карта. Чаще всего это так называемая натальная карта. Гороскоп, который составляется для конкретного человека с учетом точного времени и места его рождения. Так чем же отличается космограмма от гороскопа? Тем, что когда указывается конкретное время и место рождения, то на космограмме размещается сетка домов. Появляются точки гороскопа и точка рождения асцендент. Фактически асцендент размещается на том знаке зодиака, который находится в восточной части горизонта на момент рождения человека, для которого составляется гороскоп. Трактовка положения восходящего знака является одним из важных элементов трактовки астрологической карты. Также асцендент является куспидом, или иными словами началом первого дома и началом линии горизонта, которая вместе с десцендентом делит карту на две равные части – южную и северную. Именно куспиды разделяют карту на дома. Домов в карте всегда 12, то есть пространство между двумя соседними куспидами и есть домом. Дома могут быть равнозначными, каждый по 30 градусов, или разнозначными. Например, в одном доме 20 градусов, а во втором 40 градусов. Это зависит от системы домов, которой пользуется астролог для построения карты. Так, равнозначные 30-градусные дома будут при использовании системы домов Плацидус, а разнозначные при использовании системы Кох. На самом деле систем домов намного больше, но указанные мною являются самыми популярными. По периметру карту окружает пояс зодиака. Это знакомые всем нам 12 знаков от Овна и до Рыбы. И поскольку в астрологии важным является градусная мера, то, конечно же, и в расстановке знаков зодиака она также присутствует. Отсчет каждого знака зодиака начинается с 0 градусов и продолжается до 29 градусов, 59 минут и 59 секунд. 30 градусов – это уже нулевой градус следующего знака. Например, Овен начинается с 0 градусов и продолжается до 29 градусов, 59 минут и 59 секунд, а значения 30 градусов Овна в карте нет, это уже нулевой градус Тельца. Следующим важным элементом астрологической карты наряду с домами и знаками зодиака являются планеты, что в астрологии условно считают планетами. Это все планеты Солнечной системы от Меркурия и до Плутона, кроме Земли, так как она условно помещается в центр астрологической карты. Принято считать, что на Земле стоим мы. Кроме того, к планетам с точки зрения астрологии приравнивают также Солнце, которое является светилом, и Луну, естественный спутник Земли. Солнце и Луну также называют дневным и ночным светилом. На презентации вы можете видеть, как в астрологии обозначаются планеты, а здесь, как они могут располагаться. Как итог, сегодня мы ознакомились с самыми важными элементами гороскопа – домами, знаками зодиака, планетами и восходящим знаком или иными словами точкой рождения – асцендентом. Чтобы запомнить и структурировать эту информацию, достаточно всего лишь помнить о принципе театра. Представим, что карта – это театр. Сцена в этом театре – это дома гороскопа, актеры – это планеты, а роли, которые они играют – это знаки зодиака. Кто планеты, где в домах, как – об этом расскажут знаки зодиака. Изучайте астрологию, это на самом деле очень интересно.